Привет, ARMY! На фоне ожесточенных судебных споров с участием нескольких высокопоставленных деятелей южнокорейской индустрии развлечений в центре внимания оказалось неожиданное имя – звездочка V из BTS, также известный как Ким Тэхён, звездочка. Однако, вместо того, чтобы затеряться в скандале, Тэхён привлек внимание общественности своей смелостью и прямотой. Его спокойный, быстрый и обдуманный ответ заставил многих фанатов и наблюдателей индустрии увидеть в нем айдола другого типа. Как широко сообщалось, имя Тэхёна упоминалось в материалах, связанных с судебным делом с участием бывшего генерального директора Adore Мин Хи Джин. В СМИ сообщалось, что переписка в Какао-Талк между Тэхёном и Мин Хи Джин была представлена в качестве доказательства на первом слушании по иску против HYBE относительно оплаты расходов на приобретение акций. Естественно, этот вопрос деликатный не только потому, что он касается крупных имен в индустрии, но и потому, что он связан с продолжающимся судебным процессом. В подобных ситуациях большинство айдолов обычно предпочитают молчать. Они полностью доверяют своим агентствам публикацию официальных заявлений и ждут указаний руководства, чтобы убедиться, что каждое выпущенное слово прошло строгую юридическую и коммуникационную проверку. Не без причины корейская индустрия развлечений известна своей крайней осторожностью в решении публичных вопросов, особенно тех, которые пересекаются с юридическими делами и крупными корпорациями. Однако Тэхён выбрал другой подход. Вскоре после публикации статьи на Naver и появления его имени в трендах, он отреагировал примерно через час. Скорость его реакции сама по себе была удивительной. Пока общественность пыталась понять ситуацию, он уже занял свою позицию. Еще более поразительно то, что он не просил Big Hit Music высказаться от его имени. Вместо этого он опубликовал личное заявление. Для кого-то это может показаться простым, но для тех, кто понимает динамику поп-индустрии, это был смелый шаг. Айдолы обычно работают в рамках строгих систем управления, и публичные заявления, как правило, требуют внутреннего одобрения. Одна ошибка может иметь далеко идущие юридические и репутационные последствия. Тэхён решил довериться собственному голосу. Он не стал ждать, пока его компания отфильтрует его слова, или прятаться за жестким формальным заявлением. Он обратился напрямую к своим поклонникам. В своем сообщении он четко обозначил нейтральную позицию и подчеркнул, что не давал согласия на использование своего имени в определенных контекстах, которые стали предметом публичных дебатов. Его тон не был ни оборонительным, ни эмоциональным. Напротив, он излучал спокойствие и твердость. Он не нападал ни на кого и не разжигал конфликт. Он просто прояснил свою позицию. В этом и заключалась его мудрость. Мужество не всегда означает громко говорить или сопротивляться. Иногда мужество означает спокойно стоять посреди бури и говорить: «Вот моя позиция». Тэхён сделал именно это с элегантностью. Поклонники отреагировали бурно. Социальные сети были полны похвалы за его смелость. Многие говорили, что чувствуют себя уважаемыми, потому что он решил обратиться к ним напрямую, а не через посредника. Возникло растущее чувство близости. Он предстал не только как мировая суперзвезда, но и как человек, который берет на себя ответственность за свое имя. Интересно, что это не первый раз, когда Тэхён демонстрирует подобное отношение. Ранее он неоднократно был известен как честный и искренний участник BTS. Он не стесняется выражать свои чувства, будь то радость, усталость или недопонимание. Но этот случай был на другом уровне. Это было непростое разъяснение слухов. Речь шла о юридическом вопросе, связанном с крупными корпорациями и видными деятелями индустрии. Его поступок стал символом независимости в индустрии, которая часто позиционирует айдолов как продукты, соответствующие корпоративной стратегии. Тэхён продемонстрировал, что он – личность со своим голосом и принципами. Он не боялся, что его честность будет неправильно понята, потому что тщательно и осознанно выбирал слова. Многие корейские наблюдатели за индустрией развлечений отмечают, что такая позиция встречается редко. Обычно айдолы дистанцируются от деликатных вопросов, даже когда упоминаются их имена.
Разъяснения часто ограничиваются краткими заявлениями агентств. В случае с Тэхёном подход казался гораздо более личным. Он показал, что быть мировым кумиром не означает терять свою автономию как человека. Скорость его реакции также привлекла внимание. Всего через час после публикации статьи он уже выступил с заявлением. Это показало, что он был бдительным и чутким к развитию событий. Он понимал, что в цифровую эпоху информация распространяется чрезвычайно быстро, и слишком долгое молчание может подпитывать ненужные спекуляции. Своевременно высказавшись, он контролировал ситуацию вокруг себя. Что еще больше впечатлило многих, так это его нейтралитет. В ситуации, которая легко могла спровоцировать общественную поляризацию, Тэхён отказался принимать чью-либо сторону. Он просто пояснил, что не был вовлечен в ситуацию сверх того, что было сообщено, что он не давал разрешения на использование своего имени в определенных контекстах. Это признак зрелости. Он понимал, что дело должно рассматриваться в судебном порядке и решаться в соответствии с установленными процедурами. Он не пытался стать комментатором или центром драмы. Он просто защищал репутацию своего имени. Такое отношение раскрыло другую его сторону. Публика часто знает Тэхёна как харизматичного исполнителя с мощным сценическим присутствием, яркой внешностью и уникально непредсказуемой личностью. Но за всем этим скрывается спокойный и вдумчивый человек. Его смелость высказаться выделила его не из-за скандала, а из-за выбранной им позиции. В то время как многие могли бы выбрать самый безопасный путь, оставаясь в молчании, Тэхён выбрал честный и ответственный путь. Он не позволил другим полностью контролировать ситуацию вокруг себя. В мире развлечений, полном имиджа и стратегии, такой шаг показался освежающим. Фанаты описали это как сексуальный момент в смысле харизматичной уверенности, а не физической привлекательности. Он был тверд, убедителен и спокоен. Он не запаниковал и не стал защищаться. Он твердо стоял на своем. Его решение выступить с личным заявлением, а не просить компанию говорить за него, подтвердило, что он берет на себя ответственность за свою личность. Это не означает, что он противостоял компании. Напротив, это продемонстрировало зрелость в разграничении личных и корпоративных вопросов. Как опытный артист, переживший множество трудностей, от критики до глобального давления, Тэхён понимает вес каждого слова. И все же он не позволил страху помешать честности. В глазах многих это и есть личное лидерство. Он не стал ждать, пока ситуация обострится или слухи выйдут из-под контроля. Он взял ситуацию под контроль вежливо и ясно. В его заявлении не было преувеличений или чрезмерных эмоций. Все было взвешено. Такая тихая смелость часто оставляет более глубокий след. Судебное разбирательство, в котором упоминалось его имя, возможно, все еще продолжается. Но одно ясно, ответ Тэхёна оставил неизгладимое впечатление. Он показал, что быть айдолом не значит быть пассивным. Он доказал, что мировая популярность может сосуществовать с личной честностью. В стремительном потоке информации в индустрии Тэхён показал пример мудрости как силы. Он блистает не только на сцене своим голосом и внешностью, но и своим самообладанием в трудные моменты. Он демонстрирует, что говорить честно и оперативно – это форма ответственности, а не бунта. Возможно, именно поэтому многие люди гордятся им еще больше. Тэхён не просто айдол. Он – личность, достаточно смелая, чтобы доверять собственному голосу. Он сам выбрал время для высказывания и не позволил другим диктовать, когда и как ему следует объясняться. В мире, часто управляемом расчетами, искренняя смелость встречается редко. Его шаг служит напоминанием о том, что за блестящим кей-поп-индустрией стоят люди, постоянно учащиеся справляться с давлением по-своему. И в этот момент Тэхён показал, что делает это с хладнокровием и спокойным сердцем, тепло, собрано, но при этом глубоко осмысленно. Его ответ стал одним из самых запоминающихся моментов в его карьере. Момент, когда он предстал не только как мировая звезда, но и как Ким Тэхён, смелый, мудрый и неповторимый.